Вам приходилось с досадой слышать о том, что кто-то за полдня шил то, что вы шили неделю? Или шить по видео, название которого начинается со слов «легко и быстро». И у вас, конечно, получилось, но не легко и не быстро. И вы себе говорите «да, я шью медленно, зато качественно». И тут находятся авторы, которые заявляют, что даже люксовое изделие шить надо быстро. И если вы не шьете быстро, вы не умеете шить или просто не организованы. Я решила разобраться, что значит шить быстро и как это связано с умением. И обнаружила, что все эти споры основаны на заблуждениях, которые бытуют среди людей. В этом видео я с вами поделюсь своими открытиями, а вы напишите, если тоже встречали что-то подобное. Это канал «Шьем с умом», меня зовут Александра, давайте начнем. И первый предрассудок, что слово «шить» означает строчить на машинке. Почему мне может казаться, что я медленно шью? Потому что когда я крою, сметываю, примеряю и прочее, это я еще вроде как не шью, а только готовлюсь. И несколько дней прошло, а я так и не приступила к основной работе. Все дело в том, что у портного, в отличие от швеи, слово «шить» означает не только строчить, но и много чего другого. Поэтому не стоит недооценивать остальные процессы. По этой же причине, когда кто-то говорит, что он сшил что-то за 3 часа, перед тем, как досадовать, нужно сначала уточнить, что имелось в виду под «сшил». Следующий предрассудок о том, что все вещи шьются примерно одинаковым способом. То есть существует некая единая технология с большой буквы «Т» о том, как все надо шить. Когда я училась, я была уверена, что есть некий канон, как должен выглядеть окат рукава. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что мужской пиджак на легендарной улице Севил Роу в Лондоне шьется дюжиной разных способов и по-разному выглядит. И если даже самая консервативная вещь не имеет единого канона, то что же говорить про весь остальной пошив? Мы берем 2 портных. Один шьет пиджак за месяц, другой за 2 дня. Вопрос: кто из них быстрее шьет? Ответ очевиден, непонятно, потому что, скорее всего, они используют разные технологии. Должен ли мастер беспок пошива работать быстро? Конечно, должен, но это будет быстро для беспок пошива и может сильно отличаться от понятия «быстро» другого мастера. И следующее заблуждение о том, что индивидуальный пошив делает все то же самое, что на производстве, только немного на свой лад. Вам приходилось слышать такой комплимент? Как хорошо сшито, не отличишь от магазина. Похвала, конечно, приятна, но тогда действительно непонятно, почему все это делается так долго, да еще и так дорого. Давайте уже перестанем себя сравнивать с производством. Портные как гадкие утята, которые извиняются за то, что они плохие утки. Я не против фабричных обработок, просто нужно понимать, что даже если вы их повторите, вы все равно не получите фабричное изделие. Плохо это или хорошо, зависит от того, что вы цените. Главная ценность, которую создает портной, это персонализация. И именно этот продукт портной продает. И тогда понятно, что другой продукт и делается по-другому, и стоит. Пусть не каждый клиент это понимает, но важно, чтобы это понимал сам портной. Следующий предрассудок, мой любимый, о том, что ручные строчки для тех, кто не умеет шить. Сколько раз я наступала на эти грабли, пытаясь сэкономить время на копировании или сметывании, и получалось как всегда. Пока не поняла, что ручные строчки – это не какой-то бессмысленный ритуал, призванный замедлить работу портного. Часто это обязательный технологический этап, в каждом случае имеющий свои эффекты. Что касается постоянных ручных строчек, то здесь бытуют 2 противоположных мнения. Первое о том, что настоящий люкс и беспок должен быть собран вручную от и до. И второе наоборот, что это зашквар и всегда выглядит как корявая самодеятельность. Правда, как всегда, посередине. Ручные строчки обладают рядом преимуществ и, безусловно, могут иметь место в люксовом изделии. Вспомнить хотя бы от кутюр, где вещь должна иметь не меньше 70% ручных работ. В беспок пошиве это полностью на усмотрение клиента. Существуют именитые беспок-ателье, которые выпускают рубашки как сработанные вручную, так и полностью собранные на машинке. Поэтому неправильно воспринимать ручные строчки как досадное промедление перед основной работой за машиной. Это такая же технология наряду с остальными. Еще одно заблуждение о том, что скорость работы зависит от уровня квалификации портного. Мы уже разобрались, что если портной что-то долго шьет, это еще не значит, что у него кривые руки. Но верно ли и другое, что чем круче профессионал, тем более долгую и сложную технологию он будет использовать? Здесь тоже все не так однозначно. Если я освоила люксовый пошив, это еще не значит, что я теперь должна отбросить клеевые материалы и вообще более не морать свои руки базовыми обработками. Люксовое исполнение – это огромный труд, и нужно четко понимать, в каком случае игра стоит свеч. Поэтому выбор технологии зависит не столько от портного, сколько от конкретной ситуации и цели. Конечно, те, кто шьет, как правило, выбирают для себя определенный спектр работы, которого потом и придерживаются. И здесь я заметила интересный момент, что выбор специфики работы зависит в том числе от характера человека.
Некоторые просто не могут возиться с миллиметрами, корпеть над какими-то деталями, неделями сидеть над изделием. Поэтому для каждого случая найдется не только своя технология, но и свой исполнитель. Все это я говорю к тому, чтобы глубже осознать себя. Тогда придут спокойствие и радость от процесса. Это канал «Шьем с умом». Спасибо вам огромное за обратную связь, лайками и комментариями. И не стесняйтесь оставлять пожелания по темам видео. С вами была Александра. Пока-пока.